Всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами продолжим разговаривать про мои самые ходовые цвета для портрета. Если вы не знакомы с этой серией, то посмотрите обязательно. Я создала отдельный плейлист, где уже есть 3, по-моему, видео. В общем, в этих видео я рассказываю вам о том, какие цвета остались, прижились в моей палитре, выкрашиваю их в сравнении и также показываю, как именно и с чем я мешаю эти цвета. Поэтому надеюсь, что эти видео для вас будут интересными и полезными. Может быть, возьмете что-то себе на заметку и, допустим, приобретете какой-то цвет, который вам просто экстра необходим. Сегодня мы поговорим про оранжевые и красные. Самые, на самом деле, мои, наверное, любимые. Если честно, когда появляются в моих любимых марках какие-то новые цвета данной категории, я сразу судорожно бегу все это скупать, заказывать. И в целом моя коллекция красных, она как бы пополняется, что-то уходит, что-то становится более популярным в использовании. Несмотря на то, что я вообще фанат, в принципе, красно-оранжевого цвета, это один из моих самых-самых любимых цветов, при всем при этом у меня есть некоторые сложности именно с чистыми оранжевыми пигментами. В целом я решаю эту проблему тем, что в моей палитре, как вы, наверное, уже видели в предыдущем, точнее в предпредыдущем видео, очень много золотистых оттенков, и, в принципе, я таким образом решаю этот вопрос. Я смешиваю всевозможные золотистые со всеми возможными красными, и также, соответственно, получаю многообразие оранжевых. Чистых оранжевых у меня очень мало. По сути дела, здесь 4 цвета, 2 из них появились в 2019 году. То есть, понимаете, да, все время до этого я обходилась 2 оранжевыми, все остальные оранжевые я просто получаю методом замешивания с желтых с красными. Итак, первый цвет, который мы с вами будем выкрашивать, это Benzimidazole Orange Rembrandt. Очень красивый оранжевый в желтый в подтоне, средней плотности, я бы сказала, цвет. Вообще семейство бензимидазолов очень удачное, потому что оно обладает хорошими характеристиками и свойствами, то есть в целом удобно в использовании, плюс после того, как краска высохла, она остается такой насыщенной, как вы ее нанесли, тоже немаловажный фактор. Ну и в принципе не поддается никаким физическим особо воздействиям, поэтому если вы хотите посмотреть в сторону золотистых оранжевых, обратите внимание на бензимидазолоны. Их не так уж много, но они очень классные. У желтых это 154 номер пигмента, по-моему. И вот у данного оранжевого у нас это P-Orange 72. Дальше, конечно же, пироль оранжевый, P-Orange 71. Тоже Рембрандт. Я фанат именно вот этого пироля, потому что он гораздо более прозрачный, чем пироли, которые мы выкрасим чуть попозже. Насыщенный, яркий оранжевый, такой прям апельсиновый оттенок с легкой краснотой в подтоне. В растяжке похож на цвет выше. Следующий оранжевый тоже пироль, только это уже Ван Гог. И на пигменте P-Orange 73. P-Orange 73 гораздо чаще можно встретить вообще во всех марках, чем 71. Они совершенно разные. 73 более плотный и более розоватый в подтоне. Но, на мой взгляд, цвет просто необходим в палитре, потому что на его основе создаются потрясающие всевозможные лиловые, смешанные с фиолетовым. Пироль оранжевый от Daniel Smith на том же пигменте P-Orange 73. Как вы видите, они прилично похожи. Пироль от Дэниела чуть более насыщенный и на самую-самую каплю чуть более красноватый в подтоне. Оба безумно люблю, если честно, не заметила какой-то кардинальной разницы свойств данных красок. Наверное, все-таки принцип тут работает на пигментной составляющей. Пигмент один и тот же. И в целом пироль довольно предсказуемая краска, поэтому вы можете выбрать любой, какой вас в ценовом сегменте устраивает. Я, честно сказать, не делала какие-то выкраски на светостойкость, не знаю, какой из них выгорел бы быстрее, находясь на солнце, но в целом я смотрю на свои работы, где я использовала и тот, и другой, и, знаете,
плюс-минус одинаковые результаты спустя время, поэтому можете выбирать, какой вашей душе угодно. Дальше. Собственно, оранжевые на этом закончились. 4 оранжевых. Дальше у нас идет органический вермиллион. Это Перед 188, это нафтол. Нафтолы тоже потрясающее семейство, потому что они также обладают всевозможными уникальными свойствами, которым соответствует именно профессиональная акварель. То есть они довольно светостойкие, тоже довольно предсказуемые, тоже хорошо мешаются, не поддаются каким-то физическим особо воздействиям. Ну, конечно, все нужно проверять индивидуально. То есть тут надо понимать, что какая-то краска может выгорать чуть быстрее, да, жухнуть со временем, какая-то чуть дольше. Поэтому здесь надо заняться тем, что выкрасить все ваши цвета, которые у вас есть, да, подписать их и сделать тест на светостойкость. Это делается очень просто. Вы берете солнечное время года, это весна или лето желательно, да, и располагаете где-то на окне, на солнце, и смотрите, как в течение этих 3 месяцев солнечного времени у вас менялся цвет того или иного пигмента. Собственно, так вы можете сделать вывод, какие останутся в вашей палитре, какие нет. Дальше начинаем уходить в сторону коралловых оттенков, и здесь у меня хинокридон Rose Reddish. Соответственно, это хинокридон P-Violet 19 Рембрандт. Насыщенная розовая с теплым подтоном. Я создам потом отдельное видео для розовых и фиолетовых, потому что для меня именно принципы, по которым я их смешиваю, идентичны, в отличие от оранжевых и красных. Оранжевые и красные я мешаю немножечко по-другому. Ну, конечно, и там есть какие-то повторяющиеся принципы, но розовые мы с вами тогда рассмотрим в другом видео, поэтому здесь розовых особо не будет. Только розовые с красным и с теплым подтоном, соответственно. Дальше. Cherry Red. Это тоже хинокридон Перед 209. Это уже коралловый хинокридон. Безумно красивый цвет. Очень люблю использовать самостоятельно в растяжках в качестве румян, например, на слизистой тоже хорошо полупрозрачно, на кончике носа, губы, особенно внутренняя, самая яркая часть губ, центр. Очень мне нравится этот цвет, вообще тоже давно у меня он уже в фаворитах. Это Миджелла. Хинокридон Coral от Daniel, тоже Перед 209, тот же самый пигмент, что и предыдущий. Они очень-очень сильно похожи. Коралловый хинокридон от Daniel чуть более красноватый. В подтоне, по плотности они, на мой взгляд, одинаковые. В целом от полупрозрачных до прозрачных, я бы сказала. Вообще не люблю открывать этот хинокридон. У меня именно с этим тюбиком какие-то проблемы. Он находится под диким давлением, и из него постоянно выходит очень много краски. Поэтому больше я к нему не притронусь, пока мне не понадобится наполнить целую кювету этим цветом. Дальше. Maya Red от Daniel Перед 287. Для меня этот цвет очень близкий к коралловому хинокридону, только чуть темнее по цвету и как бы чуть краснее и насыщеннее. При этом цвет тоже полупрозрачный и имеет легкую грануляцию. Дальше. Хинокридон Red Перед 207. Вообще безумно люблю все хинокридоны, и красные, и золотые, и розовые. Конечно, если вы часто работаете данными оттенками, то присмотритесь к семейству хинокридонов, потому что они, во-первых, очень-очень звонкие и насыщенные. Как правило, почти все прозрачные или полупрозрачные, и плюс тоже обладают очень хорошими свойствами, такими проверенными. Некоторые, опять же, чуть больше жухнут спустя какое-то время, некоторые остаются абсолютно насыщенными, зависит от марки, конкретного пигмента, поэтому тут тоже надо проверять. Но в целом свойства положительные.
Дальше, антраквинон Скарлетт, это тоже Daniel, P-Red 168. Это уже красная с выраженным оранжевым таким теплым подтоном. Для меня это базовая теплая красная, которая отлично впишется в палитру художника любого направления, естественно, не только портретного. Если мы возьмем цветовой круг, знаете, за основу, где у нас будет, соответственно, синий, желтый, красный, то вот этот красный вполне может встать в эту основу, в этот базис, поэтому присмотритесь к нему, если вам нужен теплый красный. Как вы, наверное, уже знаете, если не знаете, то узнаете сейчас. Я не фанат кадмиевых красок, потому что для меня они все плотные, слишком плотные, даже по сравнению с пиролями, да, которые сами по себе уже в более укрывистую сторону идут. И плюс я всегда могу найти потрясающую замену, поэтому я исключила их из своей палитры уже очень-очень давно, и, в принципе, никогда у меня не было потребности ими работать. И последние 3 цвета, они у нас уже будут потемнее. Перелен Red от Рембрандт. Как вы видите, в красных у меня здесь преобладают 2 марки, это Daniel и Рембрандт, в принципе, как, наверное, и во всех остальных цветах. Но если вот прям честно, из всего, что я пробовала, эти 2 марки самые красивые именно в отношении красных. Вот хинокридоны особенно. У Дэниела и у Рембрандта они просто потрясающе красивые, и я все-таки отдаю предпочтение красным именно из этих марок. Если там мы говорим про синий, да, когда я вам рассказывала про синий в прошлом видео, вы видели, что и в более бюджетных марках есть неплохие синие, то есть, в принципе, я не почувствую какую-то глобальную разницу, да, если заменю эти марки на какие-либо другие более дешевые, то здесь я бы заменять не стала, потому что красные и вот такие насыщенные именно вибрирующие краски очень важную роль играют в моих работах, и для меня, соответственно, важно, чтобы они соответствовали каким-то моим ожиданиям. Но это, конечно, персональные предпочтения, вам могут нравиться совершенно любые другие марки. Так, дальше, Перелен Red Deep, тоже Рембрандт. Вообще очень порадовало меня такое обилие новых крутейших красных у Рембрандта. Ждала их, честно, очень-очень давно. Это такой уже классический, канонный, я бы сказала, красный. Цвет благородной красной помады, знаете, вот такой идеальный красный, который уже чуть более в холодную сторону, в подтоне, но в целом в плотном слое все еще светится, такой же яркий. И последний, здесь уже и название само говорит за холодный подтон, это нафтол, красный голубоватый. Предыдущее, значит, по пигментам я не назвала, у нас было P-Red 149, это Перелен Red Deep, P-Red 178, и нафтол у нас P-Red 170. Нафтол уже гораздо более плотный, он уже немножко веет мореной такой, или кармином. Да, кстати, вы могли заметить, наверное, что карминовых красок у меня здесь нет совсем, хотя они логично, наверное, будут продолжать вот эту историю. В целом, кармины я больше люблю использовать в других ситуациях в работе, и у меня есть пара карминовых красок, и люблю на их основе больше делать бордовые и глубокие, чем использовать их в растяжках или в чистом виде в плотном слое. Не знаю, почему так сложилось, мне кажется, что для этих целей они себя как-то лучше проявляют, поэтому тут тоже, опять же, персональные предпочтения, вы можете посмотреть некоторые карминовые краски, да, они очень насыщенные и светящиеся, поэтому, может быть, вы найдете какой-то аналог среди них. Итак, ну и самый главный вопрос, чем я мешаю красный и оранжевый? Ну, во-первых, для меня эти оттенки, в принципе, не нуждаются в том, чтобы их с чем-то замешивать. Я часто использую их просто самостоятельно. Как правило, в растяжках полупрозрачно. Очень часто работают у меня прям чистые цвета. Особенно это касается коралловых оттенков, потому что
они уже как бы готовые замесы из красных и розовых, соответственно. Конечно, понятно, что использую замесы с желтыми, вполне ожидаемое сочетание. Могу показать на примере Cherry Red, потому что классические красные, понятно, дают тогда оранжевые оттенки, но, допустим, если мы смешаем Cherry Red с моей любимой индийской желтой, то мы получим не столько оранжевый цвет, сколько персиковый. Я смешаю прямо на бумаге. Ну, то есть в зависимости от того, какого больше. Если больше розового, соответственно, мы получаем более персиковый. Больше желтого получаем более оранжевый. Вот. Если побольше розового, то это вот такой очень красивый, сочный оттенок. И теперь про другие сочетания, которые я тоже, как я уже обмолвилась, это, конечно, с фиолетовыми. Особенно меня радует сочетание, например, пиролей любых с, в принципе, любыми фиолетовыми. С грануляцией, без грануляции. Я возьму классический такой яркий фиолетовый. И мы получаем очень сложные оттенки. Если у нас больше оранжевого, то это такая терракота, очень-очень красивая. И, соответственно, больше фиолетового мы получаем более лилового плана оттенок. Ну и растяжки бесконечные, близкие к телесным, таким к румяным цветам. Очень люблю сочетание именно с голубыми. Давайте покажу на примере вот такого теплого красного антраквинона. Красный антраквинон и, допустим, возьмем цирулиум, потому что, по сути дела, у нас за голубые отвечают в основном цирулиумы, либо какие-то даже голубые сразу с белыми на основе фтала. И получаем невероятные, также сложные терракотовые оттенки, уже чуть более уходящие в коричневый. И если мы добавляем больше голубого, то мы уходим в такой серовато-лиловый. Очень красиво. Также люблю сочетать красные, особенно глубокие красные, например, перелен, с индантреновым синим. Заметьте, я исключаю именно классические синие типа кобальта и ультрамарина, потому что мне лично, персонально не очень нравится сочетание красных с этими оттенками. Но вот если мы говорим про индантреновый синий, то здесь открывается невероятно богатый глубокий оттенок. От винного до практически черного. Ну и, соответственно, больше синего, более баклажановый и так далее. Очень люблю вот это сочетание. И последнее. Очень люблю сочетать с серыми. Именно с серыми, не с черными. То есть это уже составная какая-то краска, начиная от тинта нейтрального, да, двупигментная, заканчивая всевозможными вот такими сложными серыми. У Дэниел таких очень-очень много вышло в этом году. Люблю это сочетание, но нужно использовать грамотно, потому что серые могут дать грязь в работе. Давайте на примере Майера это покажу вам. Серый у меня это был вот такой нейтральный серый Джозефа. Таким образом, получая потрясающий глубокий баклажановый цвет. На самом деле вариаций множество. Если более розовый оттенок изначально в основе более баклажановый, соответственно, более красный будет более глубокий коричневый. И это, кстати, один также из способов получить коричневый. Допустим, если у вас серый в основе с зеленоватым подтоном, то если вы его смешаете с теплым красным, получите очень красивый такой классический коричневый холодного оттенка.
Если же вы добавите каплю желтого, то у вас получится более теплый коричневый и так далее. Но эти сочетания более популярные у меня. Надеюсь, что, может быть, для вас что-нибудь сегодня новенькое открылось. Также очень надеюсь, что это видео было для вас интересным и полезным. На этом у меня все. Всем большое спасибо за просмотр. Буду признательна за любую вашу поддержку. Я всегда стараюсь сделать видео интересными и полезными для вас. Всем большое спасибо, что досмотрели, и пока!